Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От какой женщины вам снесет крышу? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Для записи на личные консультации, психологические, либо же Таро-расклады, записывайтесь, номер телефона в описании к видео и в комментариях. Итак, знаете, вот вас жизнь закалила. Вот сразу почему-то хочется сказать, у нас много мечевых карт, да, выпало. Вот вас жизнь закалила до такой степени, что вот таким вот добряком наивным и доверчивым, каким вы были раньше, вы уже не будете, это 100%. Вы сейчас начали больше себя любить, вы начали больше показывать зубки. Там, где вы молчали раньше, теперь вы будете и отстаивать свою правоту, и показывать свой характер, и вообще вы никому больше спуску не дадите. Вы не позволите больше никому сесть себе на шею. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. У вас скорее проигрывается, что женщина, которая была с вами раньше, вот вы с ней разошлись, причем это официальный развод, это официально уже поставленная точка. Причем точка эта поставлена после обмана, после, ну, конечно же, как всегда, кто бы сомневался. Здесь проигрывается предательство. Почему вам было больно? Потому что это была любовь всей вашей жизни. Не хочу сильно описывать много ее, но знаете, это человек, на которого вы, ну, чуть ли не молились, да, вот на эту женщину. Это был такой плевок в душу, очень сильный плевок в душу, после которого вы на какой-то период вообще даже не хотели ни с кем общаться. Здесь я беру во внимание не только женщин, вы стали как будто вот затворником, кто-то, возможно, уехал, да. Здесь может проигрываться ситуация, когда после разрыва вы, может быть, отпуск взяли, кто-то отгул взял, кто-то, может быть, больничный взял, ну, специально я имею в виду, да, чтобы просто закрыться, чтобы побыть одному, никого не трогать. Хотелось вообще, был период, когда хотелось, ну, я не знаю, на край света умчаться, чтобы вообще никто не трогал, никого не видеть и не слышать. Настолько было плохо, больно. Вы этот период пережили, ну, те, кто пережили, да, кто сейчас находится в таком состоянии, то да, конечно, это еще немножечко продлится. Помним, что это общий расклад, поэтому переворачиваем под себя. Вы человек, который, знаете, несмотря на ту боль, на те испытания, которые преподнесла жизнь, а испытаний было предостаточно, вы все равно не теряете надежды и веры в светлое будущее. Вы вообще такой оптимист по жизни. Вы человек, вот я вам скажу, но это будет такой секретный секрет. Несмотря на то, что вы вроде бы так зубки показывать пытаетесь, да, вот такой гроза народа вы стали, но в душе-то вы не изменились. Но это наш будет с вами секрет, да, я об этом никому не скажу. Из вас можно очень легко вить веревки, особенно если зная, как вами правильно управлять. Вот если с вами по-хорошему, вы, ну я не знаю, последнюю рубашку отдадите, последнюю копейку отдадите, вот именно по-хорошему. Вы стали человеком очень взаимным. Вот как раз из-за этих испытаний вы стали очень взаимным человеком. Вот если к вам по-хорошему, и вы будете по-хорошему. Если кто-то к вам не очень хорошо относится, и вы точно так будете. Вот взаимность. Теперь ваш спутник – взаимность. Так вот, товарищ вы такой довольно любвеобильный. Вы вот если любите, то это все, это пар из ушей идет. Это такая сумасшедшая самоотдача. Это такая сумасшедшая забота, нежность и ласка. Вот вы именно умеете любить. Вы из тех людей, которые если любят, то ну, настолько самозабвенно, да, вы порой даже не задумываетесь про отдачу. Про отдачу своей партнерши вы думаете уже потом. Когда понимаете, что она особо-то ничего и не отдает, а больше все-таки вы отдаете по жизни,
Кто сейчас находится в отношениях, да, поскольку общий расклад, это можете тоже смело под себя это все переворачивать. То есть вы в таких отношениях, где вы больше отдаете, вы все делаете, возможно, вы даже по дому больше делаете. Вот когда вы любите, когда у вас есть любимая женщина, там семья, да, да даже в отношениях, когда находитесь, вы готовы помочь, вы готовы там, я не знаю, поднести, привезти, увезти, отремонтировать. Ну, то есть все-все-все. Даже надо будет борщ сварите. Настолько вы такой человек, ну, я даже вот не знаю, каким словом назвать, да, ну, настолько вот прям душите своей любовью. Вы 24/7 готовы быть с любимой женщиной. Вам очень не хватает такого состояния последнее время, вот после вашего разрыва, очень не хватает именно состояния влюбленности. Вот хочется влюбиться, но чтобы не ошибиться, да, я уже стихами разговариваю. Вот хочется испытать снова эту гамму чувств, когда ты мчишься среди ночи к любимой женщине, когда ты с нетерпением ждешь встречи, когда ты ждешь звонка, да. У вас, вот опять же, я могу поставить диагноз острая нехватка любви. Именно настоящей любви, когда чувство через край, когда сердечко ёкает. Вот вы не можете долго жить без таких чувств, без эмоций таких. Вы тогда, вот знаете, как цветочек, вы чахнете просто. Вас нужно постоянно поливать, поливать водичкой, вот именно любовной такой водичкой. Я вам скажу, у кого из вас, я вижу, что есть романчики, ну, как бы не без греха, да, хотя какой здесь грех, если вы, в принципе, одинокие. Просто, что разные мужчины меня смотрят, разные категории. Я вам скажу, что я так смотрю, судя по раскладу, среди вас есть такие товарищи, у которых есть даже не одна, а две подружки. Ну, такая скорая помощь, назовем их так. Это подружки, которым вы можете набрать в любое время дня и ночи. Это те самые девочки по вызову, да, я вот не люблю это словосочетание, ну, называю все своими словами. Это ваша реально такая скорая помощь, это служба спасения 911, которая, когда уже все, пар из ушей идет, когда вот уже все, йогурты полились, да, нужно как-то это все сбросить, эту лавину. Тогда да. Вы не встречаетесь с женщинами именно из-за любви. Вы встречаетесь просто, чтобы разрядиться, чтобы как-то отвлечься. Вы можете встречаться, я сейчас говорю именно о вот этих вот мужчинах, которые пользуются вот службой спасения 9.1, ну, женской службой, так скажем, да. Вам иногда бывает так грустно, скучно и тоскливо, что вы просто вызываете их, а поговорить, да, вот как говорится. А поговорить. Даже не всегда бывают плотские утехи, а вот именно поговорить, потому что не с кем. Напишите, у кого есть такие моменты. Я знаю, что есть, ребят, я уже вас изучила от и до. Вы мне пишете ваши истории, за что я очень благодарна. Вы всегда мне так поднимаете настроение, особенно кто любит пошутить, поприкалываться. Сама люблю я это дело. Итак, смотрим дальше. Что же еще поведает о вас Таро? Ну, то, что вы справедливы, но это, в принципе, я уже сказала, только другими словами. Очень любите справедливость, очень парный человек, вот. Туз кубков, очень хочется встретить ту единственную, с которой можно создать семью. Вот вам нужна именно женщина для семьи, для серьезных отношений. Хотя вот по дьяволу, да, есть из вас товарищи среди вас, такие, которые иногда шалят. Вот эта нехватка, которая периодически у вас так нет-нет, да закрадется, да, в душе вот. Периодами бывает грустно и тоскливо, что все никак вот не можете найти ту единственную. Это все, знаете, еще потому, что слишком скрупулезно вы выбираете женщин. У вас в выборе женщин вообще по жизни, ну так и раньше было, очень серьезный подход. Вы не будете в омут с головой бросаться, вы не будете
лишь бы с кем заводить отношения. Вам нужна женщина с большой буквы, вот именно настоящая женщина, и хозяйка хорошая, и жена, и любовница, да, вот чтобы было все в одном лице. И плюс еще очень немаловажно, чтобы женщина была хорошим другом. Вот для вас это важно, потому что вот именно поговорить, это для вас тоже такой немаловажный момент, когда ты приходишь домой, и тебе хочется поделиться, да, вот с человеком, вам этого не хватает. Потому что делиться с кошкой либо собакой, ну это, извините, немножечко не то пальто. Вы человек, в общем-то, самодостаточный. У вас есть куда привести женщину. Вы можете содержать эту женщину. Как бы вы не бедствуете. Не могу сказать, что у вас какие-то проблемы есть. Вы умеете деньгами распоряжаться. Другое дело, что вот как-то с женщинами не везет. И вот эта грустинка, которая иногда вас одолевает, что ну никак не можете найти ту единственную, она вам периодами не дает покоя. Может быть даже бессонница, может быть даже периодами, что не спите, либо же плохо спите, просыпаетесь среди ночи. Вот такие моменты могут проигрываться. Это еще, знаете, потому что, опять же, вы видите, какие женщины вас окружают. Вы видите, что женщины, ну, в большинстве своем, да, я не хочу всех под одну гребенку, в большинстве своем либо же корыстные, да, либо же, ну, такие фифочки все из себя, да, и вы прекрасно понимаете, что, ну, какая с нее мать и жена, когда она с бутылкой, с сигаретой, да, вот юбка, из-под которой, ну, чуть ли не белье выглядывает, да, ну, какая это может быть мать? Какая-то может быть верная женщина, когда она ходит, у нее декольте, чуть ли не по пояс, да, ну то есть вы прекрасно эти все моменты видите, просекаете. Вам нужна реально ответственная, серьезная женщина. Поэтому периодами вы так и нет-нет, да, взгрустнете из-за этого. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же будет у вас в личной жизни все-таки в дальнейшем. Пошлет ли вам небо, да, вот высшие силы, пошлют ли вам женщину, от которой снесет крышу? Смотрите, в вашей жизни появится женщина, но она уж слишком будет хороша собой. Она вообще по жизни нравится мужчинам. Ну, это естественно, да, когда женщина интересная, фигуристая, да еще если и умная, так это вообще трэш. Это просто находка. Она всегда нравится, но я не могу сказать, что она такая простая. Пусть вас это не пугает, сейчас мы будем разбираться. Вы с ней где-то пересечетесь, опять же, не хочу никого привязывать, но это будет какое-то место, где много людей. Это может быть и застолье какое-то, дни рождения. Ну, это может быть, ну, где угодно. Я не знаю, там какая-то вечеринка. Может быть, даже это магазин. Может быть, потому что много-много людей. Ну, скорее всего, я склоняюсь к каким-то застольям. Вы пересечетесь с ней, но опять же, это у вас сердечко сразу ёкнет. Вот вы реально западете на нее, вот снесет крышу. Это та самая стрела Амура, о которой так часто все любят говорить. Она себе на уме, она привыкла к вниманию мужчин, поэтому особо она, так знаете, не обращает внимания, кому там она понравилась. Главное, чтобы ей нравились. Вот она такая царица-королева. Сейчас будем смотреть, пока, ребят, не расстраивайтесь. Может быть, она не такая плохая, как кажется с первого взгляда. То есть, понимаете, это та ситуация, когда вот она привыкла, это уже обыденно, она знает, что она интересная, красивая, она знает, что она нравится мужчинам. Ну, одним больше, одним меньше, то есть она даже не замечает вот эти вот ваши взгляды такие слащавые, влюбленные. Это уже такая привычка у нее. Это женщина, за которую мужчины когда-то даже сражались, да, но я не говорю, что это на дуэль вызывали, нет. Но здесь были такие моменты, когда
Вот она, допустим, начинала встречаться с мужчиной, а тут появлялся какой-то другой и говорит, да нет, она будет моей, она мне нравится, я хочу быть с ней. Ну, то есть такое вот соперничество, понимаете? Она много чего повидала в своей жизни, именно вот такого соперничества ради нее. Поэтому, конечно же, там самооценка, ну, завышенная. Я вам скажу, что не всегда, когда завышенная самооценка, означает, что эта женщина будет уже там плохая, будет унижать там или еще что-то чудить. Нет. Сейчас мы будем разбираться все-таки, что же будет у вас с ней или не будет. Ох, повоевать придется. Во-первых, смотрите, вы можете проявить активность, да, вот с этой женщиной. Вы можете к ней начать, ну, я не знаю, подкатывать, так скажем, да, вы можете с ней знакомиться, ну, это на будущее говорю, да. Но опять же, легко не будет. Она привыкла, что ее завоевывают. Она из тех женщин, которые смотрят на мужские поступки, кто круче поступок сделает, да, вот какой-то, может быть, более романтичный. Ну вот она из тех женщин, которые нужно добиваться. Я понимаю, что сейчас будут шквал возмущений, да, но тем не менее, не все женщины такие легкодоступные. Легкодоступная женщина, конечно же, и вам не нужна. Давайте вот я все-таки уточню, насколько она порядочная или же она беспорядочная. Нет, ребят, она нормальная, она не гулящая. Просто она привыкла, что она по жизни нравится мужчинам. Вот она, ну, с детства красивая девочка была. Она выросла и стала такой красивой лебедью, за которой бегают мужчины. Ну, конечно же, она будет смотреть на поступки. На все какие-то мужские бла-бла-бла она точно смотреть не будет. Она всегда смотрит на поступки. И, между прочим, это правильно. Я тоже всегда смотрю на поступки. Секретный секрет вам расскажу. Говорить можно все, что угодно. Это всего лишь слова, это ветер. Ну да, приятно, ну конечно же, приятно. Но любая нормальная, уважающая себя женщина всегда смотрит на поступки. И на ту же романтику, и на то, как мужчина настойчиво ее добивается. Да? Кстати, опять же, маленький секрет женский. Многие женщины, они, как правило, отдают свое предпочтение мужчинам, которые более настойчиво ее добиваются. Потому что есть мужчины, которые сделают какой-то шаг по завоеванию женщины. Неудача, да, все, что-то не понравилось, он и отступил. Не больно-то хотелось, да. А другой мужчина, хоть она там как-то и культурно, может быть, отказала, может быть, что-то не получилось, он все равно, он как танк, он будет вперед охотиться за ней, он будет добиваться, пока не добьется. Многие женщины выбирают таких вот именно настойчивых мужчин. Потому что, в принципе, я вам скажу, ну это та же психология. Вот сюда можно приплести, так сказать, и психологию. Потому что если человек очень быстро сдается, значит, ну реально не особо сильный интерес был. Хотя здесь могут быть и другие мотивы. Может быть, мужчина, ну, слабохарактерный. Может быть, мужчина не очень уверен в себе. Может быть, мужчина понимает, что он финансово не потянет, да, вот прозрел вдруг. Не получилось и думает, фух, слава богу, я все равно ее не потяну, да. То есть, опять же, всех под одну гребенку не хочу, никого не хочу обижать ни в коем случае. Но, тем не менее, вот если вы с ней захотите быть, вам придется ее добиваться. И поэтому я вам советую быть настойчивым. Я вам советую вот именно какие-то, знаете, романтические штучки устраивать, какие-то включать свои фантазии именно по романтике. Понятное дело, что не все это умеют, но тем не менее, но интернет вам в помощь. Загуглите, что там можно учудить такого романтического, чтобы женщине понравилось, да? Как-то приятно удивить ее, такой приятный сюрприз, может быть, сделать. Это приятно будет любой женщине. Вы можете быть с ней парой, причем, знаете, здесь такой будет тандем, когда и финансово вам не придется напрягаться особо, потому что она из тех женщин, которая с легкостью, даже в кафе, она может сказать, я за себя заплачу.
Она не будет сидеть и ждать, пока вы за нее заплатите. Она самодостаточная. Она, в принципе, она довольно уверенная в себе, поэтому ей вот это вот какие-то понты для приезжих, это абсолютно и не нужно. Это женщина, с которой вы можете быть в серьезных отношениях, хотя может быть такой период, что вы начнете сдаваться, потому что не так легко ее придется завоевывать. Но кто из вас завоюет, она станет вашей новой императрицей. Она того стоит. Вот эта женщина того стоит, чтобы за нее побороться, чтобы ее завоевать и чтобы строить с ней отношения. Эта женщина, да, она непростая в каком-то смысле, но с ней точно не соскучитесь, с ней точно будет интересно, потому что она довольно развитая, она интересная, она очень коммуникабельная, но, конечно же, с соответствующей самооценкой. И здесь будет та ситуация, как, знаете, говорят, претендуешь, соответствуй. Хочешь такую женщину? Развивайся, ухаживай за собой, будь всесторонне развит и так далее, да? То есть, смотрите, ребят, от этой женщины вам снесет крышу, вы ее будете завоевывать. Но вот насколько быстро вы сдадитесь или не сдадитесь, это уже будет совершенно другая история. Это уже будет исключительно от вас зависеть. Отношения могут быть, но побольше настойчивости. Я там подсмотрела в комментариях, что среди вас много львов, да, по гороскопу, много там тельцы есть, ну такие крупный рогатый, так скажем. А это характеристика довольно упертых, таких настойчивых людей. Поэтому дерзайте, кто хочет иметь сильную, самодостаточную, уверенную в себе женщину. И будет с вами счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!